Представь, ты живешь в съемной квартире. Платишь каждый месяц, как по часам, и каждый раз чувствуешь, что деньги просто уходят в никуда. За год набегает сумма, на которую можно было бы сделать первый взнос за свою собственную. И каждый раз думаешь, ну вот, в следующий раз начну копить. Но следующий раз не приходит. А теперь давай честно. Квартира кажется чем-то недостижимым, особенно когда зарплата небольшая. Но я расскажу тебе, как реально можно заработать на квартиру с маленькой зарплатой, без чудес и без наследства от богатого дяди. Не просто теоретически, а с конкретными действиями, которые уже помогли людям из реальной жизни. 5 способов, и все они работают, если включить голову и системно действовать. Способ первый – стратегия финансовой пружины. Эта идея проста, но мощная. Один мой знакомый, Сергей, работал в автосервисе, зарабатывал немного, около 600 евро в месяц. Семья, ребенок, кредит на телефон. Казалось бы, все, без шансов. Но он сделал одну простую вещь, перестал тратить на автопилоте. Он взял лист бумаги и записал все, на что уходят деньги. Выделил только обязательное, все остальное – кофе, сигареты, быстрые обеды, подписки – вычеркнул. Через 3 месяца он накопил сумму, равную месячной зарплате. Через год – сумму, с которой можно было внести первый взнос за ипотеку. Это и есть финансовая пружина, ты сокращаешь расходы, но не навсегда. Лишь на время, чтобы накопить старт. Маленький доход не мешает накопить капитал, если у тебя высокая скорость оборота денег, когда каждый евро работает, а не лежит мертвым грузом. Способ второй – преврати свой навык в дополнительный доход. У каждого есть хотя бы один навык, который можно монетизировать, не обязательно становиться блогером или открывать бизнес. Иногда достаточно просто использовать то, что ты уже умеешь. Пример: девушка Ольга работала в аптеке, получала 800 евро. В свободное время начала консультировать знакомых по подбору витаминов и добавок, просто делилась знаниями. Потом сделала страницу в Instagram, где рассказывала о биохакинге. Через полгода заработала дополнительно 600 евро в месяц. Все началось с одного поста. Понимаешь? Квартира начинается не с кирпичей, а с нового источника дохода. Даже если это дополнительные 200 евро, это уже шаг. Поставь себе цель – найти один дополнительный источник дохода в течение месяца. Неважно какой – фриланс, консультации, репетиторство, продажа знаний, подработка онлайн. Пусть это будет хотя бы 10-20% сверху твоей зарплаты. Эти деньги – твой капитал для будущей квартиры. Способ третий – автоматизация накоплений. Большинство людей копить не умеют, потому что деньги не доживают до конца месяца. Решение простое – убери человека из уравнения. Настрой автоматический перевод, например, 10% от зарплаты на отдельный накопительный счет в день получения. Не когда останется, а сразу после зачисления. Это психологически работает мощно, если денег нет, мозг адаптируется. Ты начнешь жить на 90% и даже не почувствуешь разницы. Через год при зарплате 600 евро ты откладываешь примерно 720 евро, за 5 лет более 3500. Если пара откладывает вместе, это уже 7000 евро. Этого достаточно, чтобы внести первый взнос за квартиру в провинции или начать с небольшой студии. Главное, не нарушай правила, откладывать автоматически и регулярно. Это и есть твой фундамент будущей недвижимости. Способ четвертый – инвестиции с микросумм. Здесь большинство людей совершают 2 ошибки. Первая – думают, что для инвестиций нужны большие деньги. Вторая – боятся потерять и не делают ничего. Но реальность такая: сегодня можно инвестировать с 1 евро, и есть платформы и приложения, где можно покупать доли акций, ETF, криптофонды, микрокапитал. Даже если ты откладываешь по 20 евро в месяц с доходностью 7%, через 10 лет это будет около 3000 евро. Добавь к этому стабильные вложения, и твои деньги начинают работать даже пока ты спишь.
А теперь простая арифметика: 20 евро в месяц – это 240 евро в год. За 10 лет это уже 2400, плюс доход от роста будет примерно 3000 евро. Если увеличить до 50 евро в месяц, получится уже около 8000 евро. Это твой первый взнос. Ты не разбогатеешь за ночь, но ты создаешь капитал, который растет сам. Именно так многие люди с обычной зарплатой покупают первую квартиру, не потому, что они много зарабатывают, а потому, что заставляют деньги работать. Способ 5. Стратегия умного кредита. Теперь самое важное – ипотека. Многие боятся кредитов, но в реальности ипотека – это инструмент, если использовать ее с умом. Ошибка большинства – брать кредит, чтобы жить получше, а не чтобы создавать актив. Если ты грамотно подойдешь, ипотека превращается в рычаг. Вот пример. Парень из моего города, Артем, зарабатывал около 700 евро в месяц. Он взял маленькую студию в ипотеку на 20 лет. Первые годы было тяжело: ремонт, проценты, экономия. Но он сдавал квартиру на выходных через Airbnb. Доход от аренды частично перекрывал платежи. Через 7 лет он продал квартиру почти вдвое дороже, погасил кредит и купил новую, уже больше и без ипотеки. Это не магия, это стратегия. Главное – брать кредит не на потребление, а на актив, который растет в цене или приносит доход. Теперь давай соединим все вместе. Вот пошаговый план, как реально заработать на квартиру даже с маленькой зарплатой. Определи цель, сумма, срок, регион. Без цели мозг не работает на результат. Сделай ревизию расходов, убери все лишнее и высвободи хотя бы 10% дохода. Создай дополнительный доход, любую подработку, монетизацию навыков, онлайн-фриланс. Автоматизируй накопление, пусть деньги откладываются без твоего участия. Инвестируй с микросумм, пусть капитал работает, пока ты спишь. Используй ипотеку с расчетом, а не на эмоциях. Через 5 лет такой системы ты реально сможешь выйти на капитал в 10-15 тысяч евро, что достаточно для первого взноса или покупки небольшой квартиры в небольшом городе. А если ты в паре, сумма удваивается. Многие скажут: да ну, 5 лет – это слишком долго. Но давай посмотрим трезво, эти 5 лет все равно пройдут. Разница только в том, будешь ли ты через 5 лет с квартирой или все еще с арендой. И если ты досмотрел до этого момента, значит, у тебя уже есть главное качество, которого не хватает большинству – желание действовать. Теперь просто сделай первый шаг. Начни сегодня, запиши цель, сумму и переведи хотя бы 10 евро на отдельный счет. Это не мелочь, это момент, когда ты начал строить свое будущее. Подписывайся на канал, здесь мы говорим о деньгах просто и по делу. Без иллюзий, без воды, только реальные стратегии, которые работают. И помни, квартира – это не мечта, это проект. И если действовать по плану, даже маленькая зарплата может построить большие стены твоего собственного дома.